Еду в деревню. Там живет девушка, которая написала мне, рассказала одну интересную историю, которая произошла вот на этой горе. Здравствуйте, вы Светлана? Здравствуйте, да, я. А я Андрей. Вы мне писали о странном случае на горе. Да, писала. А вы что, снимаете? Это оперативная съемка, если разрешите, я поснимаю. Не-не-не, на камеру ничего говорить не буду. Или выключаете, или уходите. Все хорошо, понял, выключаю. Так, вот я нахожусь на вершине этой горы. Ну, что хочу сказать, место очень красивое. Здесь очень крутой обрыв, а с обратной стороны течет река. Ну и прямо уходящая вдаль равнина, это Минусинская котловина. Очень красиво. С обратной стороны находится деревня. Причина, по которой здесь нахожусь, следующая. Девушка написала мне в интернете, рассказала свою историю. История мне показалась странной. Значит, съездил я к ней в деревню, поговорил. На камеру она разговаривать отказалась. Там, довольно деликатная причина есть. Сейчас я не расскажу, никаких имен называть не буду. Значит, история была следующая. Эта девушка пришла сюда ночью. Скажу прямо, цель у нее была серьезная. Она хотела спрыгнуть вот с этой скалы, то есть хотела уйти из жизни по каким-то своим причинам. Высота здесь очень большая, то есть если туда сигануть, то однозначно ты не выживешь. Значит, сидела она здесь ночью, думала о жизни. Время для нее летело быстро, то есть она говорит, я просто не считала времени, просто сидела, решалась, но так она не решилась прыгнуть все-таки. В итоге, когда стало светать, она увидела одну странную вещь. С той стороны, в одном из вот этих вот обрывов, имеется вход в пещеру. Но она говорит, я там была, пещера на самом деле, она не глубокая, там такое углубление в скале. Вот, значит, сидела она вот здесь, и стало ей видно вот эту пещеру, когда уже стало светать. Она увидела, что оттуда вышел человек. Казалось бы, вышел, да? Что он там делал, неизвестно, но она проследила за ним, значит, человек поднялся наверх и ушел. Она просидела еще, по ее ощущениям, примерно час. Человек вернулся и зашел обратно в пещеру. Она сидела, наблюдала. Он ее не видел, потому что здесь трава. Она здесь где-то в траве спряталась, он ее не увидел. Дальше что она сделала? Ждала, человек не вышел. Ей стало интересно. И она решила туда сходить. Потихоньку шла по краю вот здесь и постоянно наблюдала. Подумала, может быть, там кто-то, не знаю, может быть, остановился, какие-нибудь туристы там или что там. В общем, решила она сходить. Сходила она туда, спустилась вниз аккуратненько, зашла, в пещере никого. Ей показалось это странным, что какой-то человек оттуда вышел. Вот. И потом зашел обратно и пропал, грубо говоря. Она решила, что там есть какой-то проход в этой пещере. И что-то там, может быть, есть. Об этом она мне написала. Я приехал сюда. Сейчас я возьму металлоискатель, пойду проверю. Вообще сделаю осмотр пещеры днем. И попробую так же, как она, ночью сесть здесь где-нибудь в траве, спрятаться, камеру поставить и просто понаблюдать, будет ли какое-то движение или нет. Здесь находится холм на самой вершине скалы. Мне сказали, что раньше здесь стояла часовня. Ее построил какой-то богатый человек в честь своей дочери. Сейчас от часовни ничего не осталось, но здесь наверху я нашел такое углубление. Оно квадратного сечения, как будто какой-то вход был, погребок. Какой-то, в общем, спуск такой интересный. Что-то здесь было. Только собрался идти в пещеру, и тут обнаружил ягодник, клубнику. В общем, я брал здесь немножко природных пилюлек. Что ж, очень вкусно и полезно.
Но нужно идти работать. Иду в пещеру. Сейчас все там осмотрю. Места красивые очень. Ух ты, ну здесь-то, конечно, крутовато. Так, ну здесь не спуститься, значит где-то придется идти траверсом в обход, что здесь очень-очень крутовато. Так, ну что ж, нашел путь. Не знаю, если ночью здесь кто-то ходит один, то он должен быть либо уже спец в таких хождениях. Ноги должны быть уже нахожены, то есть дорожку должен хорошо знать. Либо зрение иметь кошачье ночное. Тут камушки скользят. Можно легко скатиться вниз. А вниз скатиться это вон туда вниз улететь. Вот, а оттуда я не знаю, там уже косей не соберешь. Так, вот она арочка. Ну, пролезть можно, в принципе. Интересное место, интересное, как будто портал в какие-то врата. Ну ладно, двигаемся вперед. Ага, вот она пещера. Так, ну в принципе проход есть. Вот все это выглядит отсюда, со стороны. Вот. Значит, примерно вон на той горе сидела девушка, оттуда она все это наблюдала. Вот, ну сейчас потихоньку, аккуратно, с великой осторожностью буду заходить в пещеру. Пещерка. Ну как пещерка? Грот какой-то небольшой. Так, ну что ж. Ходить надо аккуратно, чтобы никакой камень на голову не упал. Ладно, сейчас осмотрюсь. Сделаю первичный визуальный анализ. Так, вот на стенах вижу надписи. Так, 1976 год краской написано. Так, ну вот это наши современные неандертальцы. Наскальные рисунки такие оставляют. Портят только внешний вид. Так, дальше, значит, что здесь есть? Вот я вижу здесь какие-то какашки чьи-то, какие-то животинки. Здесь у входа валяются березовые ветки. Там даже вот они сжёные, кто-то сжег костер, кто-то веток сюда нанес. Так, вот здесь наверху, на самом входе, видно, что вот трещины пошли. Если вот этот кусок упадет, может зашибить прям вот жестко. Вот если вниз мы посмотрим, вот сюда на дно, ну, на дно пещеры, на пол, больших кусков отломанных сильно не вижу, но камушки валяются. То есть камушки могут отпасть. Я сейчас захожу по краешку, аккуратненько захожу. Так, что здесь у нас? Иду пока в рост. Здесь мох. Немножко, значит, влажновато. Какая-то горочка. Вот, захожу внутрь. Вот, я дошел до узкого места. Дальше уже тут только на карачках пробираться. Вот. Летают комары. Мусора здесь не вижу. Либо его здесь современные неандертальцы не бросают, либо кто-то его здесь убирает. Вот. А кто его может убирать? Может быть тот, кто здесь ходит. Сейчас залезу туда внутрь, немножко посмотрю. Самое-самое такое дно. Есть ли там какие-то вообще следы? Так, вот я дошел до края. Очень много комаров. Прям роем они здесь зудят. Вот. Я вижу внизу, здесь на дне, как будто глина и камушки.
А вот здесь, вот, допустим, тут тоже же вот здесь вот были камни. Вот если они выпали, куда они делись? Вот у нас камешек лежит. Тут он упадет, куда денется? Вот здесь он будет лежать. А их сейчас здесь нет. Вопрос, кто отсюда вытащил камушки? Ну что ж, вопрос, как образовалась пещера? Ну, как пещера, грот, давай назовем его грот. Как вот этот грот образовался? Ой, ты встал в самом опасном месте. Значит, если все падало вниз, где камушки? Что здесь происходило? Может быть, где-то здесь был раньше уровень воды. Может быть, вымывало как-то все это. Но вот мне кажется, что здесь это все рукотворное. Возможно, неандертальцы жили сколько-то там лет назад в этой пещерке. В общем, я тут нашел ракушечки. О, вот еще одна. Так, берем. Вот, ракушечки вот эти. Да, ракушечки. А мы находимся на горе. Вот они, ракушечки на горе. Это говорит о том, что когда-то здесь было дно океана. Ну, в принципе, это общеизвестный факт. Вот, на горе ракушечки. Ну, может быть, уровень понижался. И кто-то здесь действительно жил. Какие-нибудь предки наши. Но встает сейчас другой вопрос. Кто тут ходит по ночам? Выходит, потом заходит и куда-то исчезает. И вот сейчас попробуем металлоискателем поискать. Может быть, есть какие-то следы металла. Что там, не знаю. Может, дверь какая-нибудь есть, вход там. Так, что-то есть, сейчас пошарюсь. Минимальный сигнал. Вот так. Что тут нашел? Соберу. Что это такое? Так, это похоже на капсулу от патрона. Вот 3 штучки нашел. Так, ну больше звуков нет. Все, выкопал, короче, 3 капсули. Металлопоиск провел. Ничего такого кардинально металлического не нашел. Глобально интересного тоже ничего нет. Но есть такая находочка. Нашел 3 капсули от патронов. Ну, маленькие, похоже, вот, что в патроны такие вставляют в охотничьи ружья. Вот, я сам не охотник, но принцип-то мне ясен. Так, значит, я сейчас вот здесь, в самом узком месте, вот здесь, поставлю хитрушечку, то есть натяну нитку, аккуратненько так, и будет видно, заходит кто-то туда, в самую глубь или нет. Если приходят сюда туристы, то не думаю, что кто-то прям лазит туда до самого конца. Хотя место здесь не совсем прямо сгажено. Наверное, редко здесь кто-то бывает. 76-го года. Надеюсь, здесь вообще никого не было. Вот. Сейчас хитрушечку поставлю. Так, берем ниточку. Вот это вот. Берем пластилин. Аккуратненько. Потом и так вот. Самый краешек лепим. Вот она ниточка. Пошла. Так, ну что ж, здесь я закончил. Все осмотрел. Хитрушечку поставил. Вернусь сюда ночью и постараюсь помониторить это дело. Где-нибудь сяду там на холме рядом и посмотрю, ходит здесь кто-то или нет. Наступила ночь, и я еду к горе. Ходить нужно очень аккуратно, потому что очень много несчастных случаев было. Зимой люди соскальзывали с края, и летом можно на мокрой траве поскользнуться и укатиться туда вниз.
Сейчас найду место, чтобы спрятать автомобиль, и пойду дальше пешком. Ну что ж, вот начинает уже светать. Здесь тумана нет на горе. Туман был повыше, не знаю, поднимется он или нет. Вот, сейчас схожу до камеры, которая пишет вход в пещеру, и заменю аккумулятор. Человек вышел, одет в темное, пока один, может еще кто-то выйдет. Что-то вроде выйдет. Так. Тихо. Так, он пошел на карке ко входу.